Здравствуйте, дорогие друзья! У нас с вами очередная поездка по городу. В этом сюжете у нас будет Садовое кольцо. Для тех, кто вновь подключился, у нас канал о том, что происходит в Москве, в столице. И сегодня мы поговорим о Садовом кольце. То есть Садовое кольцо — это кольцевая магистраль транспортная, опоясывающая центральную часть Москвы. Многое в городе поменялось, реализованы многие задачи. У нас с вами есть возможность посмотреть на реализованное. В этом нам поможет что-то более масштабное, чем просто какая-то площадь, дом или улица. Мы с вами сделаем полный виток по одному из колец Москвы и рассмотрим, что на нем происходит. Сюжет будет сделан одним махом, то есть одним файлом, без склеек, и у вас будет полное понимание во времени, да и в движении, что происходит на кольце, какое движение, ну и ответит на многие ваши вопросы. Кольцо не без светофоров, они есть. Возможно, нам удастся даже попасть и в зеленый коридор. И это как раз останется в кадре, даст понимание тем, кто интересуется потоками, разгрузкой дорог и движением. И даст понимание, что такое зеленый коридор и как продуваются нагруженные потоком улицы. Общая длина самого кольца составляет чуть более 15,5 километров, если точно это 15,6, ну а ширина колеблется от 50 до 60, от 60 до 70 метров. Сейчас в городе активно борются с бутылочными сужениями и расширением, но все же в некоторых местах сужение существует. Ранее у нас гости столицы, а также экскурсоводы некоторые поговаривали о том, что кольцо, будучи одним из исторических колец Москвы, возведено в культ, но в действительности оно не представляет никакого интереса, и обычно вот именно так рассуждают те недоброжелатели или просто давно не посещающие люди центр, а то и сам город. И часто вот подобного плана виртуальные деятели, которые считают, что это просто широченная дорога в центре города. Ну, вот с этими выводами я в корню не согласен и постараюсь оспорить это своими зарисовками. Не только в ночное время, но и также в дневное, утреннее. Ну и даже в этом сюжете постараюсь, чтобы это было как-то иначе. И давайте на все посмотрим и просто понаблюдаем на кольцо, двигаясь по внешней стороне относительно нашего движения. По левую руку у нас будет центр, ну а по правую это сторона, которая далее уходит в сторону третьего транспортного кольца, ну и от третьего транспортного кольца уже к Московской кольцевой автомобильной дороге. По обе части стороны проезжей части довольно любопытная застройка. В разные года она была произведена, что делает именно Садовое кольцо интересным маршрутом для прогулок. В сочетании с подсветкой, архитектурой и обновлениями внешних фасадов картинка в такой прогулке, конечно, становится очень насыщенной. Здание находится в прекрасном состоянии, естественно, вперемешку с современными зданиями. И здесь не только жилые дома, разнообразные центры, различные офисные здания. Движение у нас происходит с вами в будний день, и это середина рабочей недели. Время примерно сейчас около 22 часов. Многие административные, коммерческие, а также торговые, банковские здания не светятся, о чем подсказывает нам время. Также не все включено по определенным обстоятельствам, но скажу так, что город продолжает набирать свою силу в оформлении света. Становится больше света к каким-то праздникам. Самый мощный у нас тематический праздник под названием «Путешествие в Рождество» становится действительно ярче, действительно красивее. Некоторые сюжеты у нас есть на канале, как это происходит, можно посмотреть в этих сюжетах, которые относятся к этой тематике. Ну и ближе к зимним каникулам мы постараемся, конечно же,
покататься и сделать обзоры новые. Да, чувствую, не только надо это делать в праздники, потому как уже здесь и сейчас я вижу некоторые достойные обновления, которые требуют отдельного внимания. Ну, будем считать, что это интрига, и в ближайшее время я ей воспользуюсь. Что же еще хочется отметить в этой поездке, какие важные моменты в переменах произошли. Ну, первое, о чем хочется сказать, это, во-первых, возвращение садов на Садовое кольцо. На Садовом кольце были запланированы около 100 новых садов и озелененных площадей. Даже не потихоньку, а активным темпом реализуются намеченные планы по благоустройству на кольце. Да, что тут говорить о кольце? Одним словом, по всему городу и одновременно, и это очень сильно заметно в самих сюжетах. Высажено вокруг кольца более 1500 новых деревьев. Как вы видите, они прекрасно себя чувствуют, прижились. Это 9 различных видов. Эти все замечательные идеи, архитектурные воплощения действия в мегаполисе приблизили уже нас сейчас и даже улицу подвинули к тому, что исторический образ сохранился, сделали эти действия действительно комфортные для путешествий и прогулок по самому кольцу, по отдельным улицам. Про вечернее время я вообще хотел бы услышать от вас комментарии о работе мастеров света и освещения, оформления различных бригад, которые следят за внешним состоянием, чистотой, уютом в городе. А также те, кто отвечает за безопасность движения, навигацию. Все эти люди заслуживают действительно поддержки и отзывов, и я буду вам отдельно признателен за искренность в их сторону и поддержку, так что буду ждать от вас комментарии, которые действительно должны к этим людям уходить, они заслуживают своим трудом и отношением какие-то слова благодарности. Далее, на что хотелось бы еще обратить внимание, это вот расширение самого тротуара и сохранение функции магистрали. То есть уникальная ширина проезжего полотна позволила расширить пешеходные зоны на большей части улиц самого Садового кольца и избежать бутылочное горлышко. То есть я чуть раньше об этом уже напоминал, но сама идея стала не только комфортным решением для транспорта, но и также для самих пешеходов. Визуально город реально стал шире и свободнее. То есть появились энергоэффективные освещения, как на самой проезжей части, пешеходные зоны, фасады, здания прилегающие, съезды. И на проезжей части светильники заменены энергоэффективными. То есть в пешеходной зоне появились современные фонари с рассеянным светом, и это сделало прогулки реально по Садовому кольцу более комфортными и безопасными, в том числе и в ночное время. А также придает более красивый вид на сам город, какое-то сочетание, комплексное решение самих улиц. И, конечно же, важным, что можно посчитать, это увеличение количества парковочных мест. Все-таки у нас работают эвакуаторы, запрещено парковаться на основных улицах, и за счет оптимального использования пространства к существующим парковочным местам, которые все же были добавлены новые, они располагаются и вдоль специальных дублеров, то есть парковочных мест стало гораздо больше. Удобнее стали общественные остановки для общественного транспорта в виде новых каких-то решений, шикарной навигации, оборудованной электронным табло с расписанием, билетные автоматы, беспроводной Wi-Fi для предотвращения наездов автомобилей на самих пешеходов и тех, кто находится на остановках. Отгорожены специальные защитные столбики. На это же решение в городе по вопросам безопасности устанавливаются какие-то фундаментально мощные и высокие бордюры,
Нужно будет отдельно этому посвятить сюжет. Также появились новые скамьи, урны в наиболее оживленных местах у крупных магазинов, кафе, кинотеатров, общественных зданий. Ну и расположены также памятники вдоль самого кольца. То есть какие памятники? Начали вот мы движение как раз от Владимира Маяковского. Памятник Михаилу Калашникову будет впереди, Сергею Образцову, Михаилу Лермонтову, скульптура «Сезонник», памятник Ленину, Николаю Томскому, Алишеру Наваи, Иосифу Богородскому, и даже есть памятник Федору Шаляпьеву. Но очень много на всем пути следования на фасадах домов есть памятные доски. И практически вот они упоминают о каких-то интересных людях, которые проживали, работали, жили или трудились в этих зданиях, которые окружают нас. Так что я хотел бы сказать смело, что Садовое кольцо — это не только одна из самых востребованных и загруженных городских трасс, ну и это наиболее удобный контур для перемещения по городу не только на машине. Это прекрасное место для прогулок, и мы с вами, конечно же, пройдемся пешком по многим его местам, чтобы более детально рассмотреть его прекрасные стороны в спокойствии и без суеты. Это действительно того заслуживает, и порой, когда прогуливаешься по этим улицам, во многом есть какое-то перемещение или погружение в то время, во время советского прошлого. То есть какие-то здания, которые были построены в 50-х, 60-х, 70-х годах, они по сей день сохранили свою мощь, свою красоту и силу. И, конечно же, этим хочется делиться. Хочется пригласить вас, потому что те улицы, которые мы сейчас с вами видим, ту чистоту, тот порядок, уют, комфорт, затягивает зайти во дворы, посмотреть, что происходит там. И во многих дворах и прилегающих улицах не менее красиво оформлены и подъезды сами, и какие-то скверы, какие-то бульвары. Конечно же, хочется ходить и рассказывать об этом. Но, к сожалению, многие обижаются, что я не комментирую, что мы проехали какое-то именитое место или какой-то памятник, о котором я не рассказал, потому что все рассказать практически невозможно. Тут каждая сторона каждого дома, угла имеет какую-то историческую ценность, какое-то историческое прошлое. И если я начну углубляться в какую-то одну тематику, то, конечно же, упущу то, что окружает, и то, что приближено, допустим, к другим сторонам того же самого одного здания, не говоря уже о том, что его окружает. Поэтому хочется вам показать, рассказать. В отдельных случаях получается прокомментировать, вы просите это делать. Я с удовольствием это делаю, рассказывая, показывая и доказывая то, что город не стоит на месте, он постоянно развивается, он постоянно поддерживается. Уже можно смело сказать на сегодня, что во многом его привели в порядок, а во многом то, что планируется сделать, конечно, его улучшит, осветит, подчеркнет где-то, и мы с вами вновь и вновь сделаем очередные поездки для того, чтобы сравнить уже то, что было, то, что стало, и то, что будет, конечно же. Поэтому, может быть, где-то какие-то темы или какие-то здания, или какие-то улицы уже пересекаются в моих сюжетах. Я очень переживал на эту тему, думал о том, чтобы не повторяться, но я все больше и больше понимаю, что надо все чаще и чаще это делать, потому что действительно город меняется. И меняется он не то, что там по какому-то большому срезу, он меняется практически там каждую неделю, можно смело так сказать. Что-то добавляется, что-то перестраивается, в рамках какого-то мероприятия идут какие-то добавления, и
об этом хочется говорить, это хочется показывать, что, собственно говоря, мы с вами и сделали уже в разное время суток, в разное время года, и на канале уже действительно много сюжетов, которые можно прикладывать к любой практически поездке. В правом верхнем углу всегда выскакивают подсказки, это делается не автоматом системой, их добавляю я, и я спешу с вами поделиться какими-то отдельными сюжетами, которые требуют дополнительного внимания. Я знаю, что вы переходите, вы часто оставляете комментарии, практически на каждое я рано или поздно нахожу какой-то ответ, радуюсь, все ваши эмоции, воспоминания, комментарии и советы, они остаются во мне, я их вкладываю в последующие сюжеты, пусть это не так быстро, как оно хотелось, но тем не менее исправляюсь, добавляю, и вот сделал очередную прогулку по Садовому кольцу. Впереди у нас уже на горизонте появляется то самое место, откуда мы с вами стартовали. Гостиница «Пекин» светится. Сейчас мы уходим в туннель под Тверскую, Первую Тверскую Ямскую улицу. Значит, над нами уже площадь Маяковского. Ну и выход из туннеля — это как раз то самое место, откуда мы и начали этот сюжет. Вот таким образом мы сделали полный виток. Где-то мы попали и в коридор. Но у вас есть время, вы можете посмотреть, за сколько мы сделали оборот вокруг Садового кольца. Спасибо вам огромное за очередную кампанию в очередной поездке, но я буду с вами прощаться. Ну а пока.